OnePlus Buds 4. Вот такие вот наушнички. В таком вот прикольном кейсе вы сейчас на распаковке все увидите. Если сейчас открою, наверное, запись, да, прервется, потому что они начнут сразу автоматически подвязываться. Начнут, не начнут, как думаешь? Все хорошо, да? Главное не вытаскивать. С активным 55-децибельным шумодавом. Вот как я сказал, дебильным, да? В общем-то, шумодав на 55 децибел. И это наушники, в которые есть и твиттер, и басовый вуфер. И, честно сказать, вот знаете, если сравнивать с предыдущего поколения OnePlus Buds 3, то они звучат намного богаче, намного интереснее, но не без нюансов. Конечно же, прикольно, что есть такой кодек, как LHDC 5.0, но вы должны понимать, что он обратно несовместим, и у телефонов, которые его не поддерживают, будет работать только лишь SBC или AAC, то есть AAC, SBC или SBC, AAC, как его называют, боже, я уже сам заговорился. Но в целом наушники за $70, хотя, наверное, дешевле. Потому что в описании под видео есть ссылка, а есть еще промокод на aliexpress.com, который мы даем для наших подписчиков. И вы, в принципе, можете увидеть более дешевую цену, чем я сейчас говорю. Но что меня подкупило? Все те же самые пресловутые тесты уха, как это называется, золотой стандарт звука, когда через приложение и через наушники, ваши наушнички тестируют ваш звуковой канал в разных частотных диапазонах, и вы можете для себя выставить идеальный пресет именно для вашего уха, сбалансированно идеально, а там уже дальше дорисовать, как вам нравится именно звук, потому что здесь шестиполосный эквалайзер. Для чего подходит? Я могу вам сразу сказать, что они отлично подходят для электроники, EDM, хип-хопа, попсы, конечно же, джаз, соул, 50-50, 50 на 50, 3,5 из 5 баллов я даю, а вот для классики, ну, такое себе, не очень красиво это все дело играет, поэтому вы должны это тоже понимать, потому что такие наушники обычно делаются под самые популярные жанры музыки, которые вот сейчас есть в ходу, да, и плюс еще и защита IP55 их от пыли и влаги, имеется в виду пот, капли воды, там, например, дождь, то это больше там для занятий спорта, для нахождения на улице, да и вообще. Ну и, кстати, это один из самых легких наушников в своем классе. А вообще, сейчас мы перейдем с вами, распакуем, посмотрим, сколько стоит и, конечно же, послушаем. А потом сделаем вывод. Ну а вы, пожалуйста, в это время подпишитесь, нажмите колокольчик, а мы на канале Технозон. Поехали. Так, OnePlus Buds. Сразу видим Harris Audio Wireless, LHDC. Конечно же, у нас же здесь сертификация Harris Audio из-за частотного диапазона 15 Гц, от 15 Гц до 40 ГГц. Давай, вскрываем. Опа! Смотри, какие красавчики. Смотри, какие. Итак. Смотрим. Он матовый, немножко скользковат, может быть, попробую, может упасть, но в принципе в целом держать удобно. Хотя вот такой вот, знаешь, приятный мат, но думаю, что можно где-то уронить, да, наверное, где-то. Ну такое, да, посмотрим. Так, смотрим сами по себе наушники. Смотрите, ну слушайте, у него чуть-чуть длиннее ножка, как по мне. Да, смотри, как необычные контакты сделали, такие. Да. Прикольно. Три микрофона на наушник идет. Слушайте, вообще прям прикольно. Раз, два, три. Сразу говорю, амбушюра силикон. Посмотрим. Слушай, а смотри, как отделена капля, чуть более отделена от ножки. И ножка чуть длиннее, чем у предыдущих. Это я вот прям могу сказать с уверенностью. Сейчас мы отклеим вот эти штуки контактные. Ах. Ну ничего, такие очень приятные, тоже матовые. Здесь, кстати, приплюснутая сенсорная панель. Вот выделяется, видите, похоже, кстати, на серию NordBuds похожа. Она именно вот эта вот, она служит для жестового управления. Кстати, ножки у нас, знаете, что закрыты вот решеткой, микрофоны решеточкой закрыты. В целом минималистичный, напоминает смесь Buds Pro 3 и NordBuds. Вот серьезно вам говорю. Ну, слушайте, узнаваемо. Сам по себе кейс ничего интересного такого нам не дает. Кстати, самые легкие на рынке, практически одни из самых легких. Вот этот каждый наушничек 4,7 грамм каждый. Ну, сейчас перейдем на эргономику, обсудим дальше. Да? Посмотрим, что есть еще в комплекте. Да?
У них, кстати, еще знаете, что самое прикольное? У них быстрая зарядка. За 10 минут, там чуть ли не на 5 часов можно прослушивания. Короче, посмотрим. А в комплекте у нас только вот такой вот проводочек и амбушюрки. Амбушюры нужно посмотреть. Так. А ну, давайте. Оп. Слушайте, амбушюра хорошая. Замене не подлежит. Не нужно, она с защитной сеточкой. Это очень хорошо. То есть не будет сильно засоряться, то есть вам нужно будет почистить только амбушюру, если вдруг что. Нормальные амбушюры я бы не менял, говорю сразу, вот ни на что другое. Очень нормально, при том, что они имеют достаточно такую специфическую свою форму полуовала такого, знаете, то есть есть круглые амбушюры, здесь они овалы изначально рассчитанные конструктивно под эти наушники. Слушайте, пошлите посмотрим на эргономику. Пробуем эргономику. Давайте я вставляю в ухо. Слушайте, очень легкие, они... Ой, шумодав включился, вообще пипец, ничего не слышу, ладно. Но давайте так. Дело в том, что я работал и с отзывами по этим наушникам. Спортсмены отмечают, что они не выпадают, хорошо держатся. IP55 хорошо влияет на то, что там капли пота, капли дождя, они не повлияют на водонепроницаемость этих наушников. Немножко, когда вставляете, вы цепляете сенсорную панельку, и может переключаться либо режим наушник, этого шумодава, либо режим музыки, либо включаться трек, отключаться трек. Но в целом сидят они охренительно. Хотя по себе скажу, из-за слишком глубокой посадки, вот за пару часов может возникнуть усталость ушного канала из-за давления. Но здесь специфика. Подборка амбушюрок своего размера, они обычно решают эту проблему. У меня средняя амбушюра, сейчас я не чувствую наушники, вообще они очень легкие. Очень легкие и прям вот комфортно сидят. Но вы, посмотрите, как они сидят. То есть нормально, то есть они не падают, и я их практически не ощущаю. Поэтому если потеряется, то будет, конечно, обидно. Хотя есть функция поиска. Нормально. Вот 4,5 из 5 это прям железно по эргономике, очень хорошо сели и мягко держатся. То есть амбушюру я бы действительно пока не менял бы. Друзья, на AliExpress $71 по факту. С промокодами Технозон для AliExpress стоит дешевле. Заходим в описание под видео, там ссылка. Используем промокод и, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. То есть разные цены, 72, есть даже с подарочками там с какими-то. Это все классно, чтобы не потерялись эти веревочки, чтобы не потерялись. И что самое интересное, они тут особо ничего не заявляют. То есть они такое, знаете, там поддержка LHDC кодека HDC 5 на OnePlus Buds 4 и обратно несовместимы. То есть имеется в виду, на более ранней версии кодеков, именно HD кодеков, он не перейдет. То есть, давайте так. LHDC они действительно поддерживают. Вы сейчас видите скриншот с моего OnePlus 9, еще даже на 9-м OnePlus был уже LHDC 5.0. Пожалуйста, все поддерживается, все работает. Тут вопросов вообще нет. Теперь адаптивный noise cancelling. И что они тут пишут интересного? Вот теперь по драйверам. Они тут много расписали. Я делал для себя, когда готовился к обзору, я их изучал. Поэтому я запишу из своих записей. То есть тут 11-мм динамический вуфер плюс 6-мм твиттер. При этом здесь не указано, но каждый драйвер имеет отдельный ЦАП для более точного воспроизведения по факту. Частотный диапазон от 15 Гц до 40 кГц. По факту он имеет сертификацию Hi-Res Audio. Это очень хорошо. Конечно же, у нас сенсивность микрофона 38 дБ плюс-минус 1 и кодеки LHDC 5.0, AAC, SBC, Bluetooth версия 5.4. А это очень классно. А здесь больше ничего не написали. То есть как-то вот очень скудная информация, но давайте я вам расскажу. ANC у нас 55 децибел. Теперь дальше. IP55, конечно же, емкость одного наушника 65 мАч, 530 мАч кейс и автономность в режиме воспроизведения 11 часов без АНЦ и 6 часов с активным АНЦ с учетом подзарядки от кейсов суммарно до 45 часов. Кстати, за 10 минут дают 3,5 часа прослушивания. Это быстрая зарядка, имеется в виду. Цвета Storm Grey и Green. Слушайте, прикольно. Давайте так. Ссылка в описании под видео, а мы сейчас будем уже с вами слушать.
Смотрите, ну, с OnePlus вы видели, сейчас буду использовать именно Pixel. Смотрите, у нас есть такое приложение, называется Hey Melody, которое, в принципе, служит для управления этими наушниками. Здесь предельно все понятно, очень красиво все отображается. У нас есть контроль шума, то есть шумодав, у нас есть уровень шумодава, автоматический, низкий, средний, либо высокий. Есть адаптивный. Кстати, шумодав может быть немного дискомфортным, но достаточно сильный. Если вы не привыкли к шумодаву, то у вас может создаться ощущение аквариума. Чего есть, то есть. Ну, давайте адаптивный. Адаптивный. А ну, лисичка что-нибудь слушайте, когда я говорю, либо кто-то говорит, лисичка, что-нибудь поговори. Вот, я слышу ее, а шумы, например, от охлаждения ноута не слышу. Прозор, это прозрачный, я слышу все по факту. Или выключить. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, вот прозрачный, это прям вот звук прикольный. Так, теперь OnePlus 3D Audio. Это иммерсивный звук, чтобы вы понимали. То есть можно там, послушаем. Это выключенный, это включенный. Создает такую более широкую сцену, ну про сцену будем разговаривать потом. Эквалайзер. Прикольный у нас, по сути, он шестиполосный, ручная настройка есть. И есть у нас, видите, свои личные. Что у нас тут из прикольного есть? Я вам объясню. У нас тут есть функция оптимальный звук. Это по сути тест вашего слуха на разные частоты. То есть как это происходит? Сначала происходит анализ слуховых проходов на глубину, а потом в каждом из спектров вы слушаете. Смотрите, видите, вот таким вот образом это все дело делается. У меня он калиброван. Я буду слушать на, как бы скажем так, идеальном звуке для себя. Эквалайзер, давайте вот поставим себе. Есть у нас Bass Wave, это динамическое повышение басов. Есть игровой режим, но отключаются все пресеты, отключается все, но задержка низкая. Можно смотреть кино. Для синхронизации губ можно играть в игры. Для игр вообще подходит отлично. Ну и, конечно же, двойное подключение. У меня сейчас подключено два устройства. Мультипоинт. Если, допустим, мне позвонят на OnePlus 9, я поговорю там, когда покладу трубку, то, например, музыка здесь продолжит играть. Это прям, это с ноутбуками работает, это прям отличная тема. Найти можно, у нас есть поиск, есть у нас также в параметрах автоматическое воспроизведение музыки, когда ты достаешь наушник, вставляешь, и проверка прилегания. Давайте. Все, видите, у меня все нормально. То есть можно отрегулировать громкость сигнала, и больше ничего такого нет, что самое интересное. На смартфонах OnePlus последних версий в некоторых языках существует еще перевод, именно перевод речи на разные языки, но работает в бета-тесте и при этом не на всех, скажем так, языках, не на всех версиях смартфонов. Теперь нам нужно проверить, как вообще наушники себя ведут при разговоре, потому что активный шумодав прям просто топовый, классно, но если ENC, вот у меня просто сильно шумит ноутбук, достаточно сильно, и шумит у нас еще и там отопитель чуть-чуть. И сейчас лисичка пойдет и запишет, как бы вы меня слышали вот при нормальных условиях работы. Все, лисичка пошла уже. Так, друзья, проверяем качество связи. Сейчас лисичка наша пошла на улицу, кстати. Сейчас мы должны проверить. Ну что, набираем ее через наушнички. Так, она звонит нам. Алло, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. И как ты меня слышишь? Очень четко, очень громко, все хорошо. Хорошо, тебе нравится? Восхитительно. Шума от этого нету? Вообще нету от никакого. вентилятора. Никакого шума. То есть нет. нам надо понимать, есть ли тут ENC или нет, но походу есть, да? Да. Тебя я вообще отлично слышу. А ты вот воспроизведение ребята хоть услышат на записи, как меня слышно? Раз, два, три, два, раз, два, три. Отлично. Прекрасно. А знаешь, как у меня может OnePlus, он может делать вот такие вот аудиосмайлы? Вообще было очень в тему. А я чуть не оглох вообще в наушниках. Ладно, все, возвращайся в студию. Короче, вот так вот они звучат. Ну что, услышали? Тут уж решать вам, подходит вам такое или нет, но для меня они звучат просто отлично в плане разговоров. Теперь будем слушать музыку.
Так, давайте я поставлю вот так вот, чтобы было чуть-чуть удобней, как я обычно это делаю. И будем слушать разные жанры. Давайте с хип-хопа начнем. Вообще особо у нас тут такой, именно с вокалом, конечно же. Давайте включаем. You know I get, I'm talking rich, gift givers, type of Ну, погромче сделаем. quicker. I'm talking that be big trickin'. They gon' spend it all on a, you know I'm big pimpin'. We out of town and on his time. If you ain't gon' send it, Бас качает так. waste my time. We eatin' steak and drinking wine. If I say I want it, they gon' get it every time. Хэты высокие, вот эти вот, они высокие, но они не режут слух. Хорошо звучит. Want a trick? I got a trick boy, where your friend? With me, he feel like he done hit the lotto. I can't Yeah. Hey, Бочка такая весомая. champion shit. Like, yeah. Hey. Yeah. Hey. Hey. Yeah. Мягко обволакивают, голос мягко обволакивает. Вот это вот разделение твиттеров и вуфера дают вообще классную атмосферу, я вам серьезно говорю. То есть, вот действительно, голос исполнителя, он теплый, звучит именно тепло, близко, как бы при этом хорошо строится сцена для ТВСов, мы еще по сцене говорим. В целом, я вам скажу, очень даже хорошо подходят для хип-хопа, прям вообще отлично. Ну. Сейчас. Знаете, такое вовлечение я бы дал бы 10 из 10. Прям. У. Слушайте, а хотите прикол? Я ж делал обзор на OnePlus Buds 3, да? Мид-частоты были немножко пустоваты. Здесь они вообще такие, знаете, полнее, теплее, чем в третьей версии. Однако, вот знаете, что самое интересное? Сейчас я выбираю еще композицию. Из-за обилия самого баса, который здесь есть, в принципе, средним частотам чуть-чуть не хватает ясности. Вот буквально чуть-чуть, особенно там, знаете, там тем участкам диапазона, который граничит с низкими частотами. Вот чуть-чуть вот бас он чуть забивает. И, хотя, в принципе, бас можно отрегулировать, его можно уменьшить. Better Тут вообще come with отлично. commas. I done seen it all. I done felt the trauma. Take it from my mama. Now I'm taking commas. Think we're the same and that shit be offending me. Ain't losing friends, but I did lose. По высоким никакой рези, шипение, прям знаете, такая прикольная, вот фактически они дают такую темную тональность, смещенную в сторону низов. Конечно, сделаны классно наушники, звучат просто топово. По хип-хопу прям вот 10 из 10, наверное. Давайте, знаете, чего хочется послушать? Наверное, джаз. Джаз хочется послушать. Давайте. Джазик. Где там мой любимый джаз? Что-то я пока это как джаз не слышу. Ну. Такой сильно долго. О. О-хо-хо! Lines are busting out the door. Christmas song. Знаете, такая бархатистая окраска саксофонов. Here one more. Please won't you make it stop? Snow is piled 5 feet high. Dog ate the pecan pie. Чуть-чуть не хватает воздуха высоких частот. Вот чуть-чуть. They say it's so А ну сейчас. that time in New York. Stay away from that old viper man. Don't you take that fruit he's holding in his знаете, hand. вот тарелочки, вот эти вот верхние, они чуть-чуть приглушены из-за большого количества суббаса. Не знаю такое, знаете. Чуть-чуть не хватает.
по сути, легкости звучания чуть меньше, чем на наушниках с яркими твиттерами, по факту. Очень, очень неплохо, но идеальными для джаза их не назовешь. Это говорю как есть. А вот сцена широкая. Ну... Deck the halls with Слушайте, для ТВС прям неплохая сцена, именно если учитывать ТВС. Обычно ТВС, ну, звук собран здесь, да, приблизительно, но при этом я могу четко позиционировать инструменты. Вот, например, там контрабас там слева, там, ударные справа, например, там, исполнитель прям по центру, то есть это действительно хорошо позиционируется. Для джаза, ну, давайте так, вот буду честными, 3,5 из 5, ну, звучат они отлично. Это не значит, что они плохие, это значит, что просто-напросто есть какие-то моменты получше. Давайте попсу послушаем. Вот попса это, по-моему... В принципе, это наушники рассчитаны на массового слушателя, и поэтому я думаю, что вот для попсы они, наверное, будут просто отличные сейчас. А вот это уже, блин, почти идеально. lean into the tension for relief. Вокал прям вперед выдвинут. Things come with ease. Don't resist. Thoughts and words. А знаете, что самое прикольное? Обычно в попсе... Всё. Обычно в попсе вот эти синтезаторные эффекты, ну мы же понимаем, что не всегда живая музыка, вообще практически никогда не живая. Вот эти синтезаторы обычно пилят слух. Здесь нет такого. Вот как-то прям приятно сделано. Сейчас. I see what Мощный низ и чистый голос. Это все, что я могу сказать. Это вот прям классно. it in glowing light, conscious in the dark between us. I see what. Can you believe you said that? Like, how cute. You can put me in the trash can, throw me on the sidewalk, drop me at the crossroads, sell me at the thrift shop. I don't really care where you send me, send me. Знаете, все-таки вот они сглаживают какие-то щелчки, какие-то вот нюансы сглаженные. Вот по сути, в диско-музыке там хлопки, шейкеры, они не такие звонкие. Вообще, вот этот вот нюанс есть. Вот этот нюанс есть, но я думаю, что это можно будет исправлять уже какими-то кастомными пресетами. Бас качающий. Очень, очень глубокий, хорошо качающий бас. Вот я вам серьезно говорю. Это вот насыщенное, дорогое звучание с глубоким басом и общей сбалансированностью по частотам. Да, чуть-чуть высокие залаженные. Да, чуть-чуть там какие-то моменты. Но, блин, я вот за такие деньги конкурентов достаточно тяжело было бы найти. Давайте попробуем классическую музыку. Давайте сейчас. Классику, рок, и в принципе этого будет достаточно. Ну, электронику-то понятное дело, где тут у нас классическая музыка. Классическая — это отдельная тема. Ну, примерно тембрально достоверно, я вам скажу. Достаточно натурально звучит. Из-за средних натуральных частот. Вот средние они натурально звучат хорошо. Вот именно струнные фортепиано звучат примерно как настоящие. Теплый оттенок у виолончели. Подожди. У скрипки, да. Ох ты! Ох ты! Флейта вообще, вот благодаря тому, что у него там вот эта вот сертификация Хареса до 40 кГц они способны выводить, вот прям флейта прям вверх пошла, ее прям вот этот вот оттенок верхний, хотя удивительно, на джазе, вот допустим те же самые хэт, там какие-то, они так не звучат, а вот флейта прям, это прям было красиво, это прям красиво было.
знаете, все равно не хватает каких-то послезвучий в верхнем регистре, вот это вот нет блеска смычка, да, блин, короче, много... Давайте так. Вот если вы не сильно большой аудиофил и не требуете какой-то там пристальной аудиофильской точности, то слушать здесь классику приятно. Но, блин, для анализа сложной симфонической музыки, вообще для академической музыки, они не подходят. Вот 3 из 5, даже где-то 2,8, 2,7 из 5, это 100%. Это не для классики, хотя слушать можно, если вы не самый большой ценитель, то вы поймете, о чем я говорю. То есть, ребят, 2,8 из 5, это вот серьезно говорю. Для, допустим, если послушать на ней электронику, да бога ради, электроника здесь будет звучать просто шикарно. Ох. Это вот там, где бас есть, там, где есть хорошая бочка, там, где есть хороший вокал, такой драйв, понимаете, оно прям качают, вот серьезно говорю. Понимаете, вот эти современные ТВС-наушники, это по сути V-образная АЧХ, да? АЧХ по-разному говорят. И в основном, ну, давайте так, попса, вот эта вот электронная музыка, EDM, да, они сводятся к V-образной составляющей этого частотного диапазона, да, частотных характеристик. Поэтому вот электроника, попса, хип-хоп, это будет звучать просто шикарно. И это действительно звучит обалденно. Ну, серьезная электроника, прям игра, прям качаешь. Хороший бас. Да ладно. Блин, классно. Вау. Каким образом они сделали широкую звуковую сцену в электронике? А знаете, скорее всего, из-за чего? Потому что здесь 2 драйвера. Да. Короче, смотрите. Очень неплохо сцена. Вообще, если подытоживать саму сцену, то по сути конструкция это из-за 2 драйверов, да, у нас улучшенная пространственная передача. Вот по факту, давайте так, относительно широкая звуковая сцена. Иммерсивный саунд может ее еще расширить, например, для каких-то вот для академической музыки, либо для джаз-исполнения. Джаз у меня не возникло ощущения сомкнутой комнаты, да, как обычно в ТВСе слушаешь, и у тебя ощущение, кстати, блин, они прикольно сидят. У тебя ощущение, как будто ты в маленькой комнате, этот джаз-бенд сидит, хотя ты и можешь их позиционировать, как-то разделять, смотреть, слушать, все нормально. То есть, ты, ну, смотреть, я имею в виду, для себя представлять о том, что там это все есть. Но здесь она прям вот шире, вот как будто ты в каком-то небольшом джаз-клубе, какой-то джаз-бенд играет, либо, допустим, небольшой камерный оркестр частного исполнения, но при этом, давайте вот по качеству все-таки академической музыки там есть вопросы. Инструменты звучат абсолютно раздельно, не сливаются. Даже в электронике, какого черта OnePlus? Я в электронике слышу разделение этих вот всех электронных партиций, да, которые там играют, то есть этих всех электронных инструментов. Как нафиг? Музыка не сидит в голове, как у многих затычек, по сути. Она широкая сцена. Физически маленькие драйверы не дадут ощущения мега широкой сцены, как, например, крупные накладные. Но по меркам внутриканальных ТВС BAT4 вот эти вот, они создают довольно объемную сцену, объемное звучание. Оно слоистое, и вот это классно. Вот по сцене прям, блин, просто классно. По сравнению с однодрайверными моделями,
или, допустим, с обычными AirPods'ами, сцена у OnePlus'ов намного шире, однозначно. Даже не будем даже не будем спорить. Разделенное звучание низких и высоких просто отлично сыграли. Давайте еще что-то одно сыграем. Рок. Вот роковые композиции мне интересные были. Только не классический, только не классический. Неплохо, неоднозначно как-то. Рассказываю. Атакующий бас, вот эта бочка, бас-гитара звучат неплохо. Они плотно звучат, ритм-секция качает, но у меня создалось ощущение стены. Стены и, знаете, вот именно маскируется часть деталей, вот эти рифы гитарные, вот эти вот, как же это лучше рассказать? Сливаю вот эти вот низкие в нижнем диапазоне, гитары в нижнем диапазоне, да, когда она уходит вниз, она сливается с басом, и вот какая-то кашица получается, немножко не то. Для альтернативы и поп-робка, возможно, меня интересовало тяжелый. Вот в таких композициях нормально, то есть тут напор на низкие частоты придает драйв такой своеобразный. Звон тарелок нечеткий. А ну. Да, гитары сливаются внизу, для рока вообще, двойку ставлю, 2 из 5, серьезно, мне не нравится. Это на мое мнение, мне не нравится. Слишком сливаются гитары вот на уровне баса, да, то есть они с атакующим этим басом, чуть-чуть такой слив, стена, особенно вот когда вокал включил, я вообще сразу выключил, не смог слушать. Прям стена, в которую упирается звук, это как вот пленка перед тобой, и все, оно как каша. Ты вот, блядь, подойди к этой пленке, к ней прикоснись, вот ты послушаешь эту музыку. И те, кто тоже это понимают, для хорошего рока, для тяжелого рока, для тяжелого металла нужны хорошие накладные, крутые уши какие-то. И все, вот это все баловство. Короче, что я могу сказать? Давайте по выводам. Качество звука. Действительно, насыщенное, дорогое. Вот можно еще что-то включить такое, пока я буду выбирать. Звучание с глубокими басами, общей сбалансированностью по частотам, по факту. Ну, для своей ценовой категории они, по сути, представляют действительно впечатляющее аудио. Намного лучше, чем бацы третьи, которые были. И при том намного лучше, чем конкуренты в такой ценовой категории. Это вот серьезно говорю. Очень мощный, кстати, я R&B не слушал, очень мощный низкочастотный диапазон, и я вам скажу, слушать можно любые жанры. Слушать можно. Те, которые я рекомендую на нем слушать, это, допустим, акустику можно слушать, удовольствия особого не получите. Классика, соу-соу можно слушать, если вы не притязательны к этому делу. Рок я вообще не хотел бы тут слушать. Джаз. 3 из 5, давайте, даже 3,5 натянем из 5. Слушать можно, приятно, чуть скрывает верхние, они чуть-чуть не дотягивают, потому что вот басовые моменты немного перекрывают. И средний, хотя немножко ярче, чем в бацах третьих, тоже немного не дотягивает для джазовых композиций. Ну вот есть как есть. Хотя вот вокальные композиции, например, в том же самом хип-хопе, в том же самой попсе звучат просто шикарно. Это вот то, что я рекомендую здесь слушать. Отличный
отличный вокал, отличная сцена, отлично звучит. Я могу вот только порекомендовать. Очень впечатляет здесь Шумодав. Шумодав неплох, вообще отлично. Но мне не нравится, допустим, давление на уши. Объясню при длительной носке. Вот я вот здесь тестирую уже, там я тестирую эти наушники пару часов. Чуть-чуть, сильно глубокая посадка, небольшой вакуум, герметичность, они ведут вот к тому, что через несколько часов появляется вот это ощущение аквариума, распирания в ушах, и это вот нужно учитывать, особенно при очень жесткой высокой степени шумодава. Тут вы должны понимать. Но правильный выбор амбушюрок, он смягчает этот эффект и будет достаточно хорошо. Наушники в целом классные. За эти деньги найти чего-то получше, ну, действительно будет тяжело. Вы можете написать свои варианты. Хотя хотите, я вам скажу правду, что наушники за 25, за 30 долларов по типу Melody Buds Pro звучат не намного хуже. Не намного. А цена, разница, нифига себе. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Здесь Ничего.